Когда ты ищешь квартиру в новой стране, все кажется простым до первого просмотра. И мы очень быстро поняли, что реальность выглядит абсолютно иначе. Изначально, прибыв в Словакию, мы сняли через один из популярных сервисов квартиру с посуточной оплатой. Делаю на этом акцент, потому что посуточное жилье всегда дороже. Ну камон, платить 50 евро за сутки – too much. И это был немаловажный аргумент, как можно скорее найти долгосрочную аренду. В этой спешке и с желанием сэкономить, скорее обжиться, мы оказались в шаге от принятия ошибочных решений. Но давайте по порядку. Сейчас мысль о том, что можно снять квартиру за 7 дней, кажется наивной. И нам, конечно же, это не удалось. Чтобы ускориться и получить как можно скорее нашу квартиру арендную, мы сразу начали работать с 3 риэлторами. С одним из них у нас произошел конфликт, о котором я расскажу в конце видео. А сейчас я хочу рассказать о том, как вообще построен рынок аренды в Братиславе и его тонкостях. Погнали! Один из самых главных критериев, который у нас был, понятно, это была цена. Стартовали мы с ценника 800 евро, и мы думали, что нам вполне хватит этой цифры. Пришлось поднять до 1000. Второй критерий у нас был интернет. Я с женой работаю удаленно, и для нас крайне важно иметь быстрый, хороший интернет, потому что это способ нашего существования, нашего заработка. Третий критерий был район и инфраструктура. Очень важно, чтобы все было рядом и в пешей доступности. Четвертый критерий – это была школа. Наши дети до сих пор учатся дистанционно, но после того, как мы получим временную защиту, мы их переведем в местные школы. Поэтому близость школы к нашему жилью был важный пункт для нас. Ну, естественно, количество комнат. У нас разнополые дети, и очень важно, чтобы у каждого ребенка была своя комната. Забегая наперед, в результате отдельных комнат у детей нет. И второй момент, что мы не вложились в бюджет 1000 евро, по итогу у нас получилось 1150, но плюс коммунальная. Вот, собственно, с этими критериями мы и зашли на рынок аренды в Братиславе. Кажется, что все просто. Цена и количество комнат. Но есть нюанс. Расскажу немного о том, как здесь вообще считаются комнаты. В Словакии кухня-студия считается отдельной избой, то есть полноценной комнатой. Примеры. Однокомнатная, студия или одна комната. Двухкомнатная, спальня плюс гостиная, часто с кухней. И трехкомнатная, 2 спальни плюс гостиная. Мы не решили испытывать судьбу, и чтобы не нарваться на мошенников, начали поиски нашего риэлтора. Поиски его начали через привычные нам Telegram и Facebook. Именно там мы познакомились с Аленой. Она любезно согласилась помочь и рассказать вам о тонкостях этого рынка. Заранее прошу прощения у Алены за прямоту, но начну, пожалуй, с самого интересного и самого наболевшего. Так за что же клиент платит комиссию? Моей миссией есть то, чтобы человек максимально комфортно себя чувствовал на каждом этапе нашего соприкосновения с ним. Найти украинцам новый дом. Вот это главная для меня задача. И сделать монтаж для клиента, чтобы он вот этот огромный путь, вот эту глыбу, которая, вот мы видим, да, чайку вверху, она сидит на глыбе льда, который просто вот внизу. И вот он, чтобы вот эту глыбу внизу вообще не ощутил. Чернуха, которую не видит клиент, да, он видит классную квартиру, убранную, чистую, хрустящие чистые наволочки, одеялка, да, то есть, но для того, чтобы она была такой, нужно пройти путь. Я трудилась, я училась, я старалась, набивала шишки, ездила к собственникам. Один объект от встречи с собственником до выхода этого объекта в рекламу проходит 2-3 недели. Мой юридический отдел и я подготавливаем договор аренды. В
Второе. Я приезжаю на квартиру, беру ее в работу, делаю хомстейджинг. Плюс к этому я нанимаю профессиональных фотографов, которые сделают классные фотографии, которые максимально передадут атмосферу этой квартиры. И, в принципе, клиент платит мне за то, чтобы я, как риэлтор, продала этого клиента этому собственнику. На высоком рынке, где на одну квартиру 5-6 желающих, так вот, чтобы этот собственник выбрал именно моего клиента. Вот за это платит клиент. Я приезжаю сюда, в Братиславу, но по факту я ничего не знаю, кроме того, что условно есть Facebook, какой-то Telegram, там украинцы в Братиславе и тому подобное. И как мне, человеку, которому здесь по факту там неделю находится, понять, что этот или тот риэлтор, реально мой, и чтобы не было ошибки. Кейс, лайфхак для всех приехавших – это попробуйте вредничать. Как будет реагировать риэлтор, да? Кто-то сойдет сразу. Он не готов, в принципе, и он не умеет и не знает, как работать со сложностями. Он сразу сольется. Поэтому самое первое главное – встретиться, приехать в офис, посмотреть вообще на человека, поговорить с ним, как он работает. Пусть он вам себя продаст. Дайте возможность риэлтору себя продать. Сколько время будет занимать поиск жилья в Братиславе? Есть случаи, когда закрывался вопрос аренды за 2 дня. Но я всегда честно говорю своим клиентам, если вы хотите выбрать классный вариант за хорошие деньги, с хорошими условиями, с хорошим собственником, то нужно время. Просто навскидку для того, чтобы наш отдел юридический подготовил договор аренды, у нас с ним по договору прописано 3 дня. Еще во время поиска жилья я наслышан на историях, когда украинцы не самым лучшим образом зарекомендовали себя в Братиславе. Стало интересно, а Алена сталкивалась с подобными ситуациями, историями и тому подобное? Как себя зарекомендовали украинцы, как арендаторы Братиславы в Словакии? Когда мы подходим к вопросу договора аренды, вот когда я его читаю от собственника, я понимаю все боли, которые он прошел с теми или иными арендаторами. Договор аренды – это вообще о болях собственника в Словакии и Братиславе. Поэтому, если там написано, когда мы читаем с вами договоры, я вам рассказываю, что да, за курение 200 евро штраф один раз, если он вас заметит, или его сосед, за животное штраф там 300 евро, да, это все не о том, что плохой собственник. Это все о тех арендаторах, которые ему попались. Возвращаясь к вопросу, кто же вот эту боль в эти договора внес, разные люди. Не только украинцы, а и с иностранцами, с англичанами, с американцами, с немцами, с французами. С испанцами вообще история. Они английский не знают и не хотят его учить. Они хотят, чтобы все знали их испанский. А словаки не готовы учить испанский. И тут находят коса на камень. Да? То есть им крайне сложно арендовать квартиру в Братиславе. На протяжении уже 4 лет, да, скажем так, мы повально едем. И все же, если в процентном каком-то соотношении мы нормально себя тут зарекомендовали? Или все-таки словаки с опасочкой, когда слышат, украинец будет арендовать, и такие типа... В Словакии 200 тысяч украинцев. Из них 10-15%, это те, которые здесь живут уже давно, да, там 10 лет и так далее. Остальные 180 тысяч, они здесь живут. Не живут еще в своем жилье. Они его что? Арендуют. Вот и ответ на ваш вопрос. Значит, рынок живет. Рынок живет, словаки сдают украинцам, их рады. Вот. И, в принципе, украинцы чувствуют себя в Братиславе классно. Отлично.
Один из самых болючих для меня вопросов, когда мы сюда приехали, понятно, что все были дико. Ну, все новое, ничего не знаем, районов не знаем. Это мы у себя там все знаем, а здесь нет. Скажи мне, пожалуйста, вот человеку, который вот он будет смотреть, планирует приехать, топ районов Братиславы для жизни или для аренды жилья? Я безумно люблю Нивы. На мой взгляд, уникальный район. Там нету такого движения, шума, гамма туристов, как в старом городе, например, да? Близко магазины, близко школ, близко классные современные детские площадки, почта, банки. Все. То, что хорошо для украинца здесь, не подходит для словака. То, что хорошо словаку в плане района, украинец туда не пойдет. Понимаешь? Например, такой район, как Карлова Вес, я, например, очень люблю этот район. Этот район мне напоминает наш Крым. Этот воздух, ели. Я себя там чувствую классно. Но тебе нужно, чтобы добраться до какого-то магазина или своего дома, тебе нужно по вот этой вот дороге посерпантинить, да? Но для меня это ок, а кому-то это вообще неприемлемо. Отметим мы вот это вот сердце даунтауна, новые, вкусные, классные дома. Прежде чем я клиенту рекомендую район, я с ним разговариваю. Просто в такой спокойной, расслабленной обстановке, где он может раскрыться. Я понимаю то, что ты говоришь, что прежде чем ты можешь рекомендовать какой-то район, ты бы хотела ориентироваться на клиента. Конечно. Это правильно, опять продажные фразы. Я хочу конкретики. Мне нравится Дивинска, Нововес. Мне нравится Карлова Вес. Поясняю, почему. Зелено, транспорт отлично, магазины близко. Мне с семьей по кайфу. Везде есть тропинки для пешеходов, погулять, парк. И можно сходить в Австрию, если хочешь на кофеечек. Ну, то есть По мостику, да. прикольно, прикольно. Ну, в этом есть какой-то свой вайб. Вот если ты хочешь услышать вот это популярный район и среди украинцев, и словаков, и других иностранцев, это Ружинов. Конечно же, конечно, это Ружинов. Это огромнейший спальник. Ну, все как у нас дома, все приятно, понятно, привычно, все родное. Это Ружинов, конечно. Мы рассматривали квартиру в районе Поддунайская Бескупица. Цена класс, квартира класс. Первое заселение, все отлично. Но с окна был виден нефтеперерабатывающий завод. Вряд ли есть люди, которые говорят: а хочу-ка я из окна нефтеперерабатывающий завод. И вот тут момент... Не говорят, не хочу. И первое, даже откуда они прилетают с других дальних стран, и первое уже, что они знают, Это... что они не хотят возле Славнафт. Риэлтор уверял, что воздух там исключительно чистый, в наличии фильтров и тому подобное. Честно, я не совсем ей поверил. На этом же просмотре я обратил внимание на процесс показа квартиры. В общем, познакомился с ним. Это больше похоже на смотрины какие-то. У каждого есть назначенное свое время. Приходишь, смотришь, и хозяин после этого принимает решение, кого заселить в эту квартиру. Слава богу, что боженька уберег меня снять квартиру в этом доме, потому что в прошлый раз я ехал сюда на такси, ну, норм, я приехал, увидел красивый дом, опять же, я уже сказал, что первое заселение, все нормально. И вот сейчас опять вновь нахожусь здесь, и кто бы что ни говорил, что нету запаха, не пахнет бензином, есть запах. И если так посмотреть, то есть такой тонкий какой-то слой то ли смога, то ли чего, непонятно. Ну, короче, запах есть, и что-то еще тут витает. Еще на этапе планирования переезда мы понимали, что нашего Собакина придется оставить в Киеве.
Ведь наличие детей и животного усложняет процесс поиска жилья. Словаки очень любят детей и очень любят животных, но не у себя дома. Опа. Не в арендуемых квартирах. Квартира. Да, да. С собачкой легче, чем с кошкой. Заметил это, потому что тут Собакинов просто сплошь и рядом. Кошкой это вообще уже труба, но тоже все решаемо. Когда вы подписываете договор аренды, и у вас есть животное, в этом договоре аренды обязан быть пункт прописан, что собственник разрешил вам держать это животное в квартире. Обязательно. А теперь поговорим о конфликте, который случился у нас с риэлтором. Итак, я буду называть ее Светлана. Мы пояснили ей всю нашу ситуацию, что у нас 9 дней, что мы только приехали, и нам срочно нужна квартира, и мы готовы всегда ехать на любой объект, смотреть в любое время. И уже в первый день я поехал смотреть несколько вариантов. Если честно, варианты были ни о чем, но один из просмотров мне запомнился более всего. Это был частный дом. По фотографиям он выглядел вполне прилично, поэтому мы с радостью согласились на просмотр. Дом находился на другом конце города. Пока мы шли к дому, вдохновленные фотографиями и местными видами, мы же уже начали строить планы, как будем здесь жить, обустраивать быт. Но когда мы пришли по адресу, мы просто опешили. Прямо напротив дома оказалось кладбище. И это был не просто вид из окна. Выходишь во внутренний двор и буквально попадаешь на кладбище. Конечно, нам это не понравилось, Светлана лишь посмеялась и сказала, что нужно бояться живых, а не мертвых. Нам было не до смеха, но мы дали шанс этому дому в надежде на то, что, может быть, когда мы зайдем, все будет лучше. Во дворе было все сломано. В фасадной стене была вот такая вот дыреха. И даже это еще, нивелировалось тем, когда мы зашли вовнутрь. Представьте себе, открывается дверь, и первое, что сильно билось в глаза, это запах сырости, ужасный запах сырости. По левую сторону была дверь. Мы смотрим в нее, потолка нет, вскрытый пол, и хозяин нам говорит, типа, извините, это прошлые жильцы жили, затопил этот, я там делал большой какой-то ремонт. Но окей. Полы сломанные, плинтусов нет. Это был ужас, а не дом. Мы отказались от него и решили как можно быстрее оттуда сбежать. По факту, разваленный дом, плесень, запах сырости и кладбище напротив. Мы были в шоке. И Светлана, судя по всему, тоже. И именно это меня насторожило, потому что риэлтор, который получает комиссию за подбор жилья, по идее должен видеть объект до того, как показывают клиенту. Мы сразу дали понять, что этот вариант нам не подходит, и это было очевидно даже без слов. При этом этот дом даже не укладывался в наш бюджет. Он стоил 1200 евро в месяц плюс коммунальные платежи. Если цена ниже рынка, ищи подвох. Что-то там не так. Не может классная квартира на высоком рынке, где огромный спрос, стоить ниже. На 100, на 150 евро. У тебя должно сразу включиться, что-то тут не так. После этого мы окончательно поняли, полагаться можно только на себя, и начали искать квартиру самостоятельно. И нашли несколько очень хороших вариантов. Мы настаивали, чтобы Светлана как можно скорее связалась с хозяином и назначила встречу. Она связалась, все нормально, развода никакого не было, и мы поехали на просмотр. Квартира оказалась отличной, с интернетом, всей необходимой техникой и мебелью. Нам нужно было докупить только одно спальное место для ребенка. Вернувшись домой после просмотра, мы поняли, это наш вариант. И сразу сообщили об этом Светлане. Она нас начала отговаривать, мол, вы не сможете получить документ, называется частное выглашение, ввиду того, что хозяин находится за территорией Словакии, и якобы мы не сможем его получить. Но у нее есть связи, у нее есть возможности, и она сможет нам помочь за отдельную плату. Я нашел контакт на сайте и связался напрямую с арендодателем. Уточнил, в чем проблема, а оказалось, проблемы-то нет. Хозяин сказал, что оформит регистрацию позже, когда приедет в Словакию. Мы отправили паспорта для подготовки договора и стали ждать.
Итак, после того, когда мы нашли уже квартиру, следующим этапом была подготовка договора, вычетка его и тому подобное. В нашем случае в стоимость аренды входила и коммуналка. В какой-то момент мы подумали даже, что вау, класс, из ванны делаем бассейн, из электричества жжем сколько хотим и вообще все по кайфу. Нет, не совсем так. Есть определенные лимиты, которые включены, и мы такие типа «Ой». Мы обратились к риэлтору, но не получили внятной обратной связи. После этого пошли к юристу. Юрист нас успокоил и сказал, что договор типичный и в целом все в порядке. В Украине, как у нас, что, как правило, скелет договора, и каждое агентство там немножечко добавило, немножечко, в принципе, там договор аренды на 3 листика. Типичный стандартный договор. Здесь каждая история клиента – разный договор. В день подписания договора у нас произошел с ней, нормальный такой телефонный конфликт на высоких повышенных тонах. Ей казалось, что мы ее пытаемся вкинуть, я ей объяснял обратно, что никто тебе кидать не собирается, нам нужна квартира. По факту получилось так, что она самоликвидировалась и абсолютно не помогала нам ни с договором, ни с вычеткой. И только в моменте уже подписания его она вышла на связь, приехала на подписание, но сказала то, что мы в любом случае должны будем заплатить 100%. Мы не хотели дополнительной головной боли и просто взяли, согласились на условия, встретившись с ней, заплатили ее комиссионные, но перестраховались, все равно обратились к юристу, который помог нам, собственно, с договором, за что спасибо. После чего Свету мы не видели, и слава богу. Риэлтор не участвует в договоре аренды. Он там не фигурирует. Договор аренды двухсторонний. Собственник и арендатор, принаиматель и наемца. Точка. Все. И чтобы закрыть этот вопрос полностью, давайте посчитаем, во сколько нам обошлась аренда квартиры на старте. Юрист, вычетка договора 50 евро. Комиссия риэлтору, месячная стоимость аренды 1150 евро. Аренда за первый месяц 1150 евро. И залог еще 1150 евро. Трансфер и сопутствующие расходы обошлось примерно 50 евро. В итоге, чтобы просто заехать в квартиру, нам пришлось потратить чуть больше 3500 евро. Этот поиск научил нас одной простой, но важной вещи. В аренде квартиры, особенно в другой стране, нет правильных или неправильных решений. Есть только решения, которые ты понимаешь, и те, которые принимаешь вслепую. Мы поняли, что риэлтор — это не гарантия безопасности и не источник истины. Это всего лишь участник процесса. Ответственность все равно остается на тебе. Нужно задавать вопросы, перепроверять, не бояться выглядеть неудобным. И если что-то внутри настораживает, остановиться и разобраться. Мы прошли через сомнения, ошибки, конфликты и все-таки нашли квартиру, которая стала для нас домом. И именно за этот опыт мы сегодня благодарны. Итак, что я могу вам сказать, подытожить в этом выпуске? Я попытался вам кратко пояснить, вообще в целом показать, как работает рынок аренды в Братиславе и с чем столкнулся я и моя семья. Я понимаю, что у каждого из вас будет своя история и будет закрыт свой кейс. Но, по крайней мере, может быть, моя личная история и интервью с Аленой вам чем-то помогут обойти те моменты, в которые попал я с семьей. Напишите свою историю, которая у вас была с арендой в Братиславе. Это будет, наверное, не только мне интересно, но и всем нам почитать, кто какие кейсы закрывал здесь. Уже 3-й месяц мы живем в этой квартире. Я обязательно буду снимать опыт эксплуатации квартиры, потому что есть о чем рассказать. А на сегодня, в этом выпуске, я сказал все, что хотел. Спасибо большое. До новых встреч.